Ребята, всем привет, меня зовут Даша, и сегодня я вам покажу, как я собираю и крашу вот этот замечательный автомобиль. Это ZIL с экспериментальной кабиной, а также такой же ZIL есть в игре SnowRunner. Я частенько ездила на нем по Таймыру и Аляске. Так что давайте смотреть эту серию. А купить такой зилок вы можете в магазине «Модельная лавка». По промокоду Даша у вас будет скидка в 10%, а по промокоду, который вы видите на экране, скидка в 200 рублей на ваш первый заказ. Так что выбирайте фирму АВД, она выпускает очень необычные советские автомобили гражданские. Хоть это модель из смолы, но собиралась она за 2 часа. Я дольше всего очищала детали от характерного для смолы облоя и искала разбросанные по коробочке детали. После сборки я начала грунтовать модель классическим для меня фиолетовым грунтом. Кстати, в наборе не было диска второго заднего моста, и в коробочке лежал литник с дисками от 130-го ZIL, а у него только один задний мост. Так что мне пришлось писать в службу поддержки модельной лавки, чтобы мне выслали недостающие детали. И сделали это они весьма оперативно, но все равно осадочек остался. Так, если вы тоже являетесь счастливым обладателем этого набора, то обратите внимание на количество дисков для задних мостов. Такое ощущение, что это не ошибка комплектовщика, а ошибка разработчика набора. И, наверное, такой недокомплект носит системный характер. Но это лишь мои предположения. После того, как кабина загрунтована, продолжу ее подготавливать к красочным работам. И для этого я на нижней поверхности на элементы расшивки нанесу с помощью аэрографа черную краску. И тут я использую акрилы от Gem Scale. И мне нравится этот графитовый оттенок. Этим же черным цветом я окрашу и раму тягача. Также есть проблема с геометрией кабины. Тут тоже есть ошибка. И обратите внимание на капот. Как вы думаете, он в принципе способен открываться? Мне кажется, что нет. Тут пропущены еще 2 щели по бокам капота. Проделать эти линии расшивки можно самостоятельно, но я не стала это делать, так как побоялась, что у меня не получится прорезать эти линии достаточно ровно. Тем более, что грузовик экспериментальный, так что такие допущения вполне имеют место быть, хотя это тоже не очень приятно. А также я рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал, также группу ВК и Яндекс.Дзен. Кстати, на Дзене стало выходить много интересного контента, который не выходит на других площадках. Я частенько люблю играть в SnowRunner на своем Nintendo Switch, и мне очень нравится эта игра тем, что она неспешная и особо не напрягает. Плюс там можно покататься на грузовиках по просторам бывшего СССР. Но вот разработчики игры не стали заморачиваться с лицензиями отечественных машин, и в игре они немножко видоизмененные и с вымышленными именами. Например, этот ZIL в игре называется Степь 310E, и логотипа ZIL на мордочке у него нет. После того, как черная краска на кабине высохла, я на плоские поверхности нанесу еще немножко белой краски. И с белым цветом я продолжаю воевать, так как не понимаю, почему он так плохо льется из аэрографа. Производство автомобиля задумывалось еще в 1980 году, однако реализовать его получилось только спустя 2 года. Причем его основным индексным названием было ZIL E133 VIAT, и, возможно, для простоты произношения его на заводе окрестили Сайгаком. Автомобиль был опытным, и поэтому большинство запчастей и деталей было от совершенно других грузовиков. Так, например, машина получила кабину от ZIL-133 GEA. Ее слегка приподняли, тем самым придав автомобилю более злой, мощный и солидный вид. А следом идет окраска кабины уже в основной цвет. И это будет охра. Вроде бы таким цветом была окрашена кабина того единственного экземпляра, что был запечатлен на фото. И тут в ход идет краска от Pacific 88. Цвет, который они называют охрой, вполне подходит для этого тягача. Грузовик получил двигатель 262 лошадиные силы производства КАМАЗ и, в принципе, имел все шансы на дальнейшее серийное производство. Но, однако, не сложилось. Наличие серийных конкурентов того же завода и скорые проблемы политического характера в стране просто не позволили финансово вкладываться в производство нового грузовика, хотя по техническим характеристикам и внешнему виду он явно мог конкурировать и с КРАЗами, и Уралами в классе тяжелых грузовых автомобилей. В народе и в среде разработчиков тогда ходило множество слухов о том, что именно этот грузовик мог вернуть былую мощь и славу легендарному заводу. Однако на ZIL решили продолжить выпускать ZIL-133 и модификацию с индексом GEA.
Утверждать, что этот грузовик мог бы заменить всех на рынке, возможно, было бы немножко предвзято и необоснованно. Однако его производство могло дать хоть какой-то толчок в сторону спасения завода от зарождавшихся тогда проблем. Тем более, ранее ЗИЛ славился экспортом своих грузовиков в различные западные и не только страны. Виноваты, как говорится, сами. Настало время ручной работы, и мне надо окрасить переднюю панель салона. Поскольку половина этой кабины взята полностью от ЗИЛ-130, я думаю, что торпеда должна окраситься в цвет кабины, как и у исходного ЗИЛ-130. А еще мне надо окрасить кресло в дермантиновый цвет, и для ручных работ я использую великолепные акриловые краски от ICM. А теперь я окрашу глушитель в алюминиевый цвет. После того, как я покрыла модель глянцевым лаком, я решила нанести на кабину смывку. И для цвета охра отлично подойдет коричневая смывка. Наношу ее в углубление расшивки, а излишки смываю white спиритом. Классический шаг при работе над моделью от АВД – это покраска резиновых уплотнителей стекол. Эта часть работы тоже выполняется акриловыми красками. Поработаю над огнетушителем. Я заранее окрасила его из аэрографа в красный цвет. Мне остается только окрасить в черный цвет распылитель и кронштейны.
Покрашу в алюминиевый цвет отражатели у фар, а желтеньким попытаюсь окрасить лампочки, хотя я думаю, что результат этого хода не будет виден на готовой модели. Мне еще надо окрасить цветовые приборы ЗИЛКа. Сделаю прием масляные точки, чтобы грузовик выглядел еще более реалистично. А приемом сухая кисть при помощи белой масляной краски я выделю рельеф кабины тягача. Переведу декали на грузовик, и тут мне потребуется всего две, и обе это номерные знаки. И как мы все привыкли, в смоляных моделях от АВТ мы никогда не увидим декалей. Так что мне пришлось залезть в свои запасы и найти подходящие для конца 80-х годов декали. А пигментами я состарю ходовую часть машины. Вначале я применю пигмент цвета ржавчина. Обычно именно так и выглядят рамы грузовиков, работающих на наших трассах. А пигментами пыльного цвета я припылю колеса. А на шины поверх пигмента я нанесу еще и White Spirit, чтобы пигмент попал в углубление между протектором. И вот такой у меня получился ЗИЛок. Мне очень нравится его бежевый цвет, и очень классно этот цвет смотрится на полке и разнообразит мою коллекцию голубых автомобилей. Так что, надеюсь, вы узнали что-то новенькое. Желаю вам удачных строек. До новых встреч. Пока-пока.